Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня мы будем готовить с вами по-настоящему летнее блюдо – холодную закуску, медальоны из кабачков. Получаются очень вкусные, нежные, просто восхитительные и в качестве перекуса. Всем настоятельно рекомендую их приготовить. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. Включаем огонь. И нам нужно отварить 5 яиц вкрутую. Варим 15-17 минут. Подготовила кабачки. Кабачки беру небольшие, потому что в больших кабачках очень большие семена. Мы, так как будем готовить медальоны, нужно брать средней величины. Нарезаем где-то по 1,5 сантиметра. Так, чтобы у нас внешняя часть поджарится, а внутри будет как мармелад. Так, чтобы они у нас были одинаковые по величине. Вот такие хвостики оставлю на кабачковой оладьи. Кабачки нарезали, перекладываем в емкость. А сейчас натираем на мелкой терке 4 зубчика чеснока. И отправляем все к кабачку. Прежде чем добавляем чесночок, я добавлю сольки, посолим. А также поперчим. Черный перец добавляем. Немножко добавляю оливкового масла. И сюда же добавляем чесночок. И сейчас наша задача все вот так вот хорошенечко пройтись по всем медальончикам кабачковым. Вот так все хорошенько смешиваем. Кабачок сейчас сразу даст влагу. Отжимать мы ничего не будем. Мы будем просто их обваливать в муке и обжаривать. Дадим промариноваться им минут 15-20. Пока кабачки у нас маринуются, мы подготовим зажарку. Нам понадобится половина головки лука. У меня лук довольно увесистый. Нарезаем кубиком. И сейчас нам нужно будет еще нарезать грибочки. И все вместе потом будем обжаривать. Грибов я подготовила 150 грамм. У меня шампиньоны. Можно лесные грибочки, какие вам нравятся. И тоже режем на кубики. Слишком сильно мельчить не будем. При жарке они уменьшатся. Один раз приготовите такую вкуснятину и будете постоянно готовить. Очень вкусный перекус, либо закуска на праздничный стол. Вот так, посмотрите, я нарезала не слишком крупно и не совсем мелко. И идем обжаривать. Немного растительного масла, а также грамм 15 добавляю сливочного масла. На огонь чуть ниже среднего. Масло разогрелось, оно готово принять лучок. И отправляем сюда лук. Слегка нужно, чтобы подзолотился лучок. И потом сюда отправим грибочки. Время от времени помешиваем, чтобы не подгорело. Желательно эти манипуляции делать на толстостенной посуде, так, чтобы не пригорали овощи. В частности, лучок. Температура горения у сливочного масла меньше, чем у растительного. И вот когда соединяешь растительное масло и сливочное, температура горения увеличивается. И вы сами прекрасно понимаете, лучок поджаренный со сливочным маслом и грибочки очень вкусно получается, пикантно. Я буквально немножко присаливаю лук, чтобы он немножко свой сахар отдал, и получился карамельный приятный вкус. Вот уже как раз то время, когда можно добавлять грибы. Где-то 4-5 минут у нас обжаривался лучок. Огонь у нас сейчас средний. И добавляем сюда же грибочки. И все хорошо смешиваем. И обжариваем где-то еще 4-5 минут. Сейчас грибы у нас дадут влагу. Нам нужно так, чтобы эта влага выпарилась. Масла много добавлять не нужно.
потому что мы еще будем добавлять сметану, майонез. Время от времени помешиваем. Как раз пока у нас грибочки будут остывать, мы уже все остальные манипуляции сделаем, подготовим. В целом на приготовление вот таких медальонов уходит где-то минут 30-40. Очень быстро готовятся. И сюда же добавляем немного перчика в конце. У нас уже практически все готово. Буквально еще минутку обжариваем и все, и выключаем огонь. Вся влага выпарилась. Видите, грибочки стали очень пикантными, ароматными и вкусными. Отключаем. Пусть остывают. Яйца остыли. И сейчас мы помазку будем готовить. Натираем на мелкой терке вкрутую сваренные яйца. Пока грибочки остывают, мы здесь все необходимое подготовим. Точно так же вы можете готовить медальоны из баклажанов. Тоже так же очень вкусно. Можете запечь в духовке, либо обжарить с обеих сторон. Я, кстати, хочу скоро готовить имам байлды. Напишите, пожалуйста, в комментариях, знаете ли вы такое блюдо турецкое. Мне очень нравится в разных вариациях это блюдо. Имам байлды, что в переводе означает имам в обмороке. Я бы вам была очень благодарна, если бы вы мне в комментариях написали, знаете ли вы такое блюдо и хотели бы вы его приготовить. Сейчас летом как раз баклажаны вкусные, наливные. Сейчас сюда же 2-3 зубчика чеснока. Буду пробовать. Это блюдо пикантное. Кабачок очень любит чесночок, сушеный, либо свежий. Вот в эту помазку очень хорошо именно свежий чесночок. 4 зубчика я уже натерла, больше добавлять не буду. Точное количество ингредиентов под видео в описании обязательно укажу. Сейчас я подготавливаю плавленые сырки. У меня вот такой плавленый сырок. Любые сливочные сырки можно. Один вот такой треугольничек, 19 грамм. Сейчас мы будем его натирать сюда. Вы можете любой плавленый сырок взять, российский. Сырок можно натирать на терке, а можно просто размять вилкой. У меня сырки очень нежные, поэтому я их разомну вот так в стороночке вилочкой. Сейчас мы все будем смешивать. Я попробую. Если что, добавим еще по вкусу. Остывшую массу тоже отправляем сюда же. Сюда же добавляем майонез. Где-то 2 столовые ложки. И сюда же добавляем 2 столовые ложки сметаны. Сейчас нам нужно будет нарезать укроп. Целый пучок укропа. Пеньки я уже сразу отрезала. И сейчас нам нужно как можно мельче нарезать. Здесь в этом рецепте лучше не заменять никакой другой зеленью. Именно только укроп свежий. И вот так еще порубим. Все готово, очень мелко. И немножко укропа оставили для украшения. Перекладываем к намазке. И сейчас уже все вместе смешиваем. Уже по ходу будет видно, что нам не хватает. Будем добавлять, присаливать и перчить будем в конце. Вы знаете, больше и не нужно. Здесь все абсолютно в балансе. Яйца, грибочки, все очень вкусно. Чеснок в меру. Отлично. Все готово. И сейчас будем обжаривать наши медальоны кабачковые. Кабачки промариновались. Они такие, видите, влажные. И сейчас мы будем готовить муку и обжаривать. В муку добавляем немножко соли. Много не нужно. И чуть-чуть совсем перчика. И все смешиваем. Я для удобства высыпаю на тарелочку. И будем обваливать прямо в тарелке. Кабачки как раз у нас влажные. Вот так их обваливаем с обеих сторон. Хорошенько. Все. И идем обжаривать. Как раз соль, перчик, все запечатается внутри. На средний огонь добавляем растительное масло.
Слишком много не нужно. И отправляем в хорошо разогретое масло. Сильно обжаривать не нужно. С обеих сторон где-то по 4 минутки, по 4-5 минут. Вот такие они должны быть зажаристые, а внутри как мармелад. Посмотрите, какое красивое зеленое обрамление у кабачков. Я уже подготовила тарелочку и выстелила его бумажным полотенцем, чтобы излишний жир стекал. Как мы обычно с вами делаем, когда печем пирожки, беляши, чебуреки. Вот посмотрите, они с обеих сторон уже как прожарились хорошо. Вот так еще контрольный. Пройдемся. И сейчас уже их будем извлекать. И сюда же отправляем следующую партию. Подготавливаем блюдо, на которое будем выкладывать наши медальоны. Листьями айсберга можно листьями салата. У меня очень нежные такие бейбики. Можно прямо вот так на листочке подавать медальон и съедать. Очень вкусно и красиво. Блюдо готово. Кабачки готовы. И сейчас мы их будем начинять. Для красоты вот так сбоку положим веточку черри. И начинаем выкладывать медальоны вот так аккуратно. Если блюдо у вас большое, можно положить закуску сюда одного вида, сюда другого вида. Очень красиво и по-праздничному получается. И сейчас сверху выкладываем помазку. Вы можете между помазкой и кабачком тонким слайсом выложить помидор. Очень важно потихоньку добавлять майонез и сметану, чтобы у вас помазка не потекла. Видите, она у меня какая текстура хорошая, густая. Какая она вкусная, я вам просто передать не могу. Выкладываем куполом вот так на отдельное блюдо. И каждому как раз получается персонально на тарелочку, индивидуально. Сначала выкладываем небольшую ложечку, а потом уже добавляем, чтобы из намазки получился купол. И, соответственно, также украшаем все остальные кабачки. Итак, дорогие друзья, закуска у нас получилась просто замечательная. Кабачковые медальоны очень восхитительно и по-праздничному смотрятся. Сразу украшают любой стол. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Порадуйте себя и своих любимых. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Делитесь в комментариях со мной своими эмоциями, что бы вы хотели еще приготовить. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до новых встреч, друзья, на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.